Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе 1,5 километров от нее 5 замерзших тел. Тела остальных погибших нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали из теплой палатки на лютый мороз и от чего на самом деле погибли туристы. Сегодня у нас не случайный разговор с Леонидом Прошкиным. Леонид Георгиевич – адвокат, следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР, а также в дальнейшем заместитель начальника следственной части Генеральной прокуратуры России. Я знаю, что вы изучали материалы уголовного дела буквально в наши дни. И давайте мы попробуем сейчас с вами разобраться, что не так с этим уголовным делом, какие белые пятна в нем вы увидели, каким выводом вы пришли, Леонид Георгиевич, пока читали и изучали материалы уголовного дела. В 2018 году вы представляли интересы родственников погибших туристов. Вот расскажите, почему к вам обратились родственники? Я об этом деле узнал и начал им заниматься понемножку еще в 2011 году. Угу. Потом в 2013 году это ко мне обратились из фонда памяти группы Дятлова. И занимался я достаточно серьезно. Потом уже я стал представителем, я и со мной еще 2 человека. Что хотел фонд, что хотели родственники? Это уголовное дело, оно по существу это не уголовное дело, это такая подборка бумаг, которая что-то, оставляла за человеческими понятиями, за человеческой памятью. В это время, когда погибли эти туристы, у нас проходил 21-й съезд КПСС, который проводил Никита Сергеевич Хрущев, который говорил очень много о наших достижениях, о ракетах, о том, что у нас скоро полетят космонавты. В общем, очень много говорил. И это сразу мне дала возможность понять, почему это дело, в принципе, уголовное дело погибели группы Дятлова, погибели этих 9 человек, было не расследовано совсем. Почему? А по той причине, что если бы его расследовали, то было бы много вопросов к тому, что произошло. Более того, было очевидно, и потом стало известно, что было еще и второе уголовное дело, которое расследовала группа из Генеральной прокуратуры СССР, группа, которая занимается секретными делами. Простите, то есть 2 дела шли параллельно? Вы знаете, я не могу сказать, было ли то дело полноценным по той причине, что я то дело не видел. Это дело было по 9 людям, а то дело было по какой-то техногенной катастрофе, и 2 людей, которые имели отношение к этому делу, к первому делу, к делу погибели 9 человек. Их попросили в том деле, в секретном деле, сделать материалы. Какие материалы они там, как эти материалы, во что они превратились, я не знаю. А у тех людей, у тех 2 человек, была отобрана подписка о неразглашении, и они тоже и мне ничего не сказали, и никому не сказали. То есть доподлинно вы знаете о том, что существует засекреченное 2-е дело о гибели туристов? Сейчас оно существует или нет, я не знаю. Но что было такое дело и что оно расследовалось,
и что 2 человека расследовали, которые участвовали в этом деле и имели отношение к тому делу, это я знаю совершенно конкретно. Давайте вернемся к 2018 году. Все-таки чего от вас хотели, как от адвоката? Вы представляли интересы, чтобы что? Я представлял интересы, чтобы уголовное дело было по погибшим людям, чтобы были соблюдены не только требования уголовного и уголовного процессуального кодекса, но чтобы были соблюдены права родственников погибших. Поясните. То дело было возбуждено в начале по гибели, а прекращено то уголовное дело было в отношении должностных лиц, а в отношении гибели, как они погибли и что они погибли, в том деле нет ничего. И права потерпевших, родственников погибших, права в том деле не были соблюдены. И там, в том деле, до конца не расследовали гибель этих туристов. Родственники хотели узнать, от чего погибли их близкие. Это главная причина. Естественно. Но чтобы их признали потерпевшими, об этом не звучала речь. Нет, а их должны были признать потерпевшими с самого начала. Но не признали. Потому что их не признали. Не признали. А ведь расследовалось дело по фактам гибели их родственников. Это сразу должны были их признать, родственников, потерпевшими. И тогда бы у них были права, и прав было бы довольно много. Какие права? Ну, права заявлять ходатайство, смотреть материалы, участвовать в каких-то следственных мероприятиях. А у них такого права не было? У них вообще их близко не подпускали к этому делу. Много на тот момент, в 2018 году, было живых родственников. Вот их было погибших 9 туристов. У всех были родственники? Ну, насколько я помню, родственники были, скорее всего, у всех. Но фонд занимался родственниками 2 или 3 погибших, так тесно занимался. Вы сказали, что они хотели узнать, от чего же все-таки погибли их родные и близкие. Насколько я помню, у родственников есть своя версия, почему погибли ребята. Версий. По этому делу, с одной стороны, было много, но это кончилось дело всего-навсего одной версией. То, что эти туристы погибли от климатических условий и от природных условий, что, то есть они допустили какие-то свои ошибки и в результате этих ошибок погибли. Леонид Георгиевич, Да. Что вас вообще в этом деле смутило? Какие белые пятна вы в нем увидели? Какие ошибки вообще изначально допустило следствие? Вот вы как опытный следователь, что вам показалось сразу странным? Ну, вы знаете, я не думаю, что это были допущены ошибки. Я думаю, что это делалось какая команда им была сверху. Следователям. Следователям, да. Причем расследовали это дело подчиненные, а этим делом достаточно серьезно занималась обком партии, занимались многие эти самые военные. Вы говорите, им дали какие-то команды, которые они выполняли. Но, тем не менее, чего в этом деле не хватает, по-вашему? Ну, во-первых, это дело нужно было расследовать. А его толком не расследовали. На мой взгляд, его просто-напросто делали, чтобы отписаться от этой ситуации. Потом,
то, что вот с ними произошло, то, что с ними произошло, с туристами, с погибшими, с этой группой Дятлова, ведь они вот убежали из палатки, которая оставалась стоять. И убежали чуть ли не босиком и чуть ли не раздетыми, а потом не смогли до нее добраться обратно, хотя эта палатка продолжала стоять, и там было и во что одеться, и во что обуться, и покушать, и даже спирт у них там был. То есть могли согреться. Много такого. Что все это должно было быть расценено, то есть должно было пройти следствие, что же и как произошло. А ведь в конечном итоге что произошло с ними? Ведь в конечном итоге ни в отношении ни одного погибшего нельзя сказать, что конкретно с ним произошло. Да, пишут, что человек умер от охлаждения. А почему он лежал? Почему он не вернулся в палатку? Ведь там кое-кто был в 100 метрах от палатки. А в палатке была и печка, там можно было и одеться, и обуться, и что-то еще. Вы мне говорили, что вас поразило, насколько плохо сделано судмедэкспертом описание тел, которые привезли к нему на вертолетах. Ну, вы знаете, описание тел, судебный медик, первые 5 тел вскрывал в присутствии прокурора Свердловской области. Это я впервые услышал такую вещь, что прокурор области, причем область, серьезная область, и это делалось при прокуроре области. А что это означает? Вы знаете, мне тоже не очень понятно, что это, почему этот прокурор там был. За год в Свердловской области 300-400 убийств происходит. Так что при каждом вскрытии настоящих убийств и жестоких убийств присутствует прокурор области? Нет, конечно. Вы считаете, почему он там был? А по той причине, что он выполнял указания обкома партии. Это однозначно. Вы мне говорили ранее, что вас еще удивило, что на военном вертолете это сделали, потому что в те времена военные абы как не давали вертолет просто так. Там вообще была любопытная ситуация, как искали, кто искал, что искали. Там и военные были, милиция была, и работники колоний были. Там же вокруг колонии еще. Там много было разных людей, но все они были туда направлены. Как вы считаете, почему такая делегация? Ну, дело в том, что у одного из погибших родственник был достаточно высокопоставленный военный. Но это даже не в том дело, а дело в том, что это дело было на контроле в ЦК КПСС. Хорошо. И у Никиты Сергеевича Хрущева. И нельзя было говорить про то, что такое произошло. Давайте вернемся к судмедэксперту. Ему привезли первые 5 тел. Вы мне сказали, изучив материалы дела, что описания травм были сделаны сквозь рукава. Описания травм были сделаны плохо. Более того, как от чего они погибли в конечном итоге, в заключениях судебных медицинских экспертиз было очень плохо, и толком было не понять. А опытный был судмедэксперт? Ну, судмедэксперт был достаточно опытный. Но мы потом, я и еще другие адвокаты, мы привлекали очень хорошего судебного медика, очень хорошего, из Москвы. И он
Ну, очень много сказал, очень много сказал. Например? Ну, например, то, что вот это не соответствует, вот это не соответствует. Потом там, значит, найдены были другие повреждения. Повреждения на теле. И на теле повреждения. Какие-то пули, я знаю, там были найдены еще на месте гибели туристов, нет? Там гильзы были найдены. Химическое было там, и не только химическое. Вы сказали, что вас удивило, что тела проверяли на следы радиации. Что это означает, Леонид Георгиевич? Да дело в том, что радиация вылезла, и их начали проверять. И у кого-то на одежде, у кого-то то, у кого-то сё. Один из участников поисковой группы уже спустя лет 20 после всей этой истории как-то оговорился на одном интервью, что если бы ребята не были физтехами, они бы остались живы. Вот как вы считаете, почему такая вот странная фраза была произнесена некогда человеком, который нашел тела? Наверное, могли бы они и остаться живыми, если бы все было бы немножко по-другому. А вот как было, это в конечном итоге в этом уголовном деле нет. Нет. А что вообще есть в этом уголовном деле? Хорошо, от обратного пойдем. Есть какие-то справки о погоде, например? Потому что все говорят, замерзли, была буря. В уголовном деле нет справок о погоде, не запрашивали, и этих справок нет. Более того, там много чего нет, но зато есть материалы, что как им разрешили идти, что там неправильно, что не было нормально организовано. Чего еще не хватает в этом деле? В этом деле не хватало сведений о том, что происходило. В это время испытывались ракеты, летали вокруг. Летали, и были падения ракет. И, кстати, там кое-кто находили обломки. В том районе? Да, недалеко. Недалеко. В материалах уголовного дела есть версия про сбежавших заключенных? В материалах уголовного дела есть справки, что не было сбежавших, что местные жители... Никто ничего не делал, никто ничего не ходил, никто не выходил, а местные жители еще, более того, всегда к туристам относились очень хорошо. Может быть, это и так, но все это было. То есть о беглых зэках нет ни слова. Вы видели фотографии с места преступления, они вложены в материалы уголовного дела, их тоже видела я. Скажите, вас как следователя что-то смутило вот в положении тел, в том, как они располагаются, где? Как они лежали, меня это не смутило по той причине, что я довольно долго работал в Кемеровской области, был прокурором-криминалистом там, выезжал на много убийств, а Кемеровская область была некоторое время первой по числу умышленных убийств в Советском Союзе. Весь вопрос в том, что не то, как они лежали, а то, как их обследовали, как их потом вскрывали, вот это экспертизы вообще никакие, очень слабые. Эти экспертизы были плохо сделаны по той причине, что судебный медик, который вскрывал их, что он не мог сделать лучше. То есть я так думаю, что он делал то, что ему говорил присутствующий там руководитель. В 2019 году решили эксгумировать два тела, Золотарева и Дубининой. По какой причине решили эксгумировать? Кто-то настоял. В конечном итоге, вот про то второе уголовное дело, которое было по техногенной катастрофе, я
Про него ничего сказать не могу, потому что оно было совершенно секретно. Евгений Окишев был заместителем начальника тогда Да. Следственного отдела прокуратуры Свердловской области. Вот. И я помню, что кого-то из этих вот людей из Следственного отдела прокуратуры уже в возрасте 90 лет вы лично опрашивали в 2018 году. И Да, вам... его отправили в Молдавию. И Я туда ездил. он вам сказал, собственно, да, что было Да. второе дело? Да. И что у него подписка о неразглашении? Да, на 25 лет. И еще один, этот самый, по-моему, Иванов тоже, или, в общем, кто-то из дел, расследовавших первое дело, тоже был отправлен куда-то тоже довольно далеко. Зачем? Ну, Чтобы не проболтались? Чтобы здесь не были. Не отсвечивали? Конечно. Почему бы сейчас не открыть карты? Ведь мы живем уже в другое время, у нас другая страна. Прошло, ну сколько, порядка 70 лет после той трагедии. Для того, чтобы открыть реальные причины гибели, нужно довольно много сказать. Нужно провести по новой расследование и выявить целую кучу и других похожих ситуаций. Вы также говорили в одном из интервью, что вы обратили внимание, что почему-то не проводился осмотр места происшествия. Повторный осмотр не проводился. Что такое повторный осмотр? А вы знаете, вот при такого рода происшествиях, когда там территория большая, все, повторные осмотры, как правило, дают больше результатов. Потому что начинается когда? Ведь осматривали обнаруженные тела. Их осматривали, вокруг рядышком все осматривали, их следы осматривали, и в это время все, это еще зима была, это мороз, а потом, когда снег растаял. А почему не было осмотра уже места происшествия после того, как растаял снег? Как вы думаете? Тут и думать не надо. Дело-то было прекращено в мае. И в деле все было там указано, что эти самые, те, кто их отпустил из этого самого института. Они виноваты. Они виноваты в том, что не создали условия им для прохода. Но тем не менее, скажите, то, что тела увозили на военном вертолете, почему вы считаете этот факт важным? Ну, вы знаете, я знаю, что, во-первых, военным была дана команда помочь. Потом не исключено, что это было связано и с тем, чтобы меньше видели. В этом фонде говорили, что потом там находили достаточно много железяк, которые от чего-то были. Достаточно долгое время эти районы были закрыты, туда туристов не пускали. В деле нет заключения, что кто-то из них был убит. Нет. Заключений-то таких нет. Вы считаете, что они были убиты? Я и сейчас считаю, что они погибли в результате техногенной катастрофы. То есть все-таки запуск какой-то ракеты неудачный. Вы знаете, ведь до сих пор злые языки у нас в стране говорят, что до Гагарина кто-то еще погиб из космонавтов. До Гагарина. А ведь Гагарин-то через сколько там время летал? В 61-м. Испытывали ракеты. Испытывали. И могли же ракету запустить не в космос, а просто запускать, но с кем-то. Ну, я знаю, но тем не менее было несколько трагедий на самом Байконуре и на Плесецком. И все эти трагедии со взрывами ракет, неудавшимися, где погибали люди, маршал Неделин в том числе, да, погиб при запуске, неудачном запуске одной из ракет. Тем не менее, эти дела-то рассекречены, Леонид Георгиевич. А с них гриф «секретно» уже снят.
Да, но это все было после 21-го съезда КПСС, на котором Никита Сергеевич говорил: во какие мы молодцы, вот что мы делаем и сделали. Вы же следователь, вы же наверняка, ну, как бы хорошо знакомы со спецификой таких секретных дел. Что пытаются сберечь, если... А это не мне нужно задавать такой вопрос. Я на такой вопрос ответить не могу. Я не знаю. Ну, скажите, пожалуйста, вот это вот предположение Да. мое. Если там упала ракета, на которой летел наш первый космонавт, которого запустили на 21-м съезде, что, об этом скажут? У нас Гагарин первый космонавт. Так? В 2019 году Генеральная прокуратура внезапно начала проверку по делу о гибели группы Дятлова. Они подняли опять архивы, изучили материалы дела. Вот. Правда, пришли к такому же выводу, как и тогда, что ребята погибли вследствие внезапного схода лавины. Как вы считаете, почему была проведена эта проверка в 2019 году Генпрокуратурой? Это такой, ну, как бы нормальный порядок работы? Для того, чтобы это проверить, нужно проводить следственные действия. А следственные действия у нас следствие проводит Следственный комитет. Сейчас вообще возможно доследовать дело? То есть можно ли создать прецедент в этом деле, поднять его, там, написать ходатайство и доследовать это дело? Такое реально в наши дни, Леонид Георгиевич? Ну, доследовать его можно. Что для этого нужно? Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы приняли решение. Или Кто? Следственный комитет, или Генеральная прокуратура. За прошедшие десятилетия прозвучало более 70 версий случившегося. Одни версии отпали сами собой, я так понимаю, в результате расследования, которое проводили следователи, как бы его ни проводили. Другие версии до сих пор, я так понимаю, рассматриваются и актуальны. Все это может быть сделано после того, когда с самого верха поступит разрешение и указание сделать это, и это будет сделано, и будет сделано хорошо. Но эксгумация тел, которая была проведена в 2018 году, тоже ничего особо не открыла. Там же Золотарева исследовали. Ну, я понимаю, что его исследовали, и понимаю, что других исследовали. Здесь много чего можно и нужно сделать. Будем надеяться, что все-таки когда-нибудь мы узнаем, что же произошло, собственно говоря, с группой Игоря Дятлова. Я очень вам благодарна, что вы пришли к нам на интервью, Леонид Георгиевич. Желаю вам здоровья. А мы очень надеемся, что когда-нибудь и эта тайна будет раскрыта. Мы очень надеемся, что второе дело наконец-то всплывет, будет рассекречено для журналистов, родственников погибших. И мы наконец-то узнаем, есть ли какие-то интересные детали там. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нашу программу. Еще раз благодарю вас за то, что пришли к нам на интервью. Спасибо, Леонид Георгиевич.